Всем привет, друзья! Сегодня я вас встречаю необычно, встречаю вас в бассейне. У нас в Сите, как я и говорила, есть бассейн, 2 взрослых, 2 детских, 2 сауны. Наконец-то их включили их уже к нашему приезду. Здесь вот есть у нас детский бассейн, здесь вот большой такой взрослый бассейн. Мы вчера еще сюда ходили и вечером с мужем, с детьми. Тут даже очень много русскоговорящих, с которыми мы познакомились. Вот. И ночью была подсветка такая. Даже был такой фонтан. По краям включали фонтанчики. Было очень красиво. И я вот, честно говорю, это такой кайф, друзья. Когда есть бассейн, у вас прям под боком. У нас еще один есть бассейн, сейчас вам покажу. Кстати, сауну не показала, но вы, наверное, видели в других роликах. Пока никого нету, давайте я вам покажу здесь. Здесь, в принципе, еще один бассейн. Не знаю, работает ли он. Его должны тоже включить, и он будет чисто такой женский. Вот, кстати, сауна. Да, кстати, уже тоже подготавливают. Здесь немножко он по-другому расположен. Уже, смотрите, даже воду налили, наверное, будут чистить. Так, вот такой вот. И там детский бассейн, тоже похоже. Лежаки уже подготавливают. Короче, я вам честно говорю, это такой кайф, оказывается, когда есть бассейн. Да, здесь еще нужно прибраться, короче, здесь еще ничего не сделано. А тут уже сделали, представляете, мы приехали, и так было приятно после отеля понимать, что у тебя есть тоже здесь бассейн, можно ходить. Детки вообще на 7-м небе от счастья. Обратно вернулась. Смотрите, покажу, какой большой. Действительно очень огромный. Кстати, вот если надо, и сауну можно включить. Мы вчера вечером вот так вот включали сауну, сидели здесь. И вот обратите внимание на размеры этого бассейна. Ну, вообще, если честно, очень круто. Ну, в общем, ладно, я побежала дальше в садик. Такой прям бодрячок, друзья. Вернулась за резинками. Вообще классно, классное ощущение. Супер. Сейчас вышла на балкон, послушайте, как поют птички. Тут и петухи, и гуси, и птицы, все в одном. Сегодня, друзья, расскажу вам о своих впечатлениях. Понравилось ли мне в отеле Армаз Гринфугла. Вот. Для сравнения буду использовать отель Утопию. Это, конечно, плохое сравнение, потому что Утопия 5 звезд, а Фугла 4 звезды. То есть разница совсем большая, колоссальная. Но последний раз мы были в Утопии, это в Эксаларе в апреле. Сейчас мы съездили в июне в Фуглу, и пока что как бы не забыла впечатление от Утопии. Буду как бы вот так вот немного сравнивать. Вот, ну, конечно же, по цене здесь дешевле, скорее всего, чем в Утопии. Ну, конечно же, и цены не такие дешевые, пусть даже и дешевле, но не настолько, потому что сейчас все отели очень дорогие, сами прекрасно понимаете. Ну а дорогие они в первую очередь для тех, кто летит откуда-то, вот из России, там, может быть, из Украины, из, не знаю, других стран СНГ. И именно для них они дорогие, потому что сейчас лететь дольше. Вот, допустим, раньше из России лететь можно было 3,5 часа долететь до Турции, сейчас это 5 часов. То есть билеты подорожали именно вот на самолеты. И туры получаются дороже намного. А я, как уже рассказывала в предыдущем ролике, что если как-то отдельно брать чартерные рейсы, да, но это, конечно же, не для всех, и отдельно бронировать на букинге отеля, это получается намного дешевле. Вот. Ну, конечно же, если у человека отпуск, прям по датам конкретно, то, конечно же, это неудобно, друзья. Давайте немножко расскажу о себе. На канале снова новые зрители появились после этого отеля.
Мы 2 года назад переехали в Турцию жить. Сначала жили 1,5 года в Газипаше, сейчас мы живем в провинции Мерсин, в городе Селивке. А здесь живем уже с января месяца, ну, получается, полгода. Здесь мы переехали по работе мужа, именно вот в Селивке. Он у меня здесь официально работает, ну, а я работаю удаленно, друзья. У нас 3 детей, и мы так раз взяли и все вместе переехали. В общем-то, позволили себе переехать ближе к морю, наслаждаться вот такой вот природой, красивой Турции. Сейчас отведу детей в садик и потом продолжим разговор. А сколько будет? Алмаз, Зале, сегодня последний день садики? Это Да. выходные? Да, больше никогда не буду в садик идти. Будете. Вот они у меня не очень любят в садик ходить. Я их по очереди дома отставляю, и они привыкают к дому. Дома хорошо, тем более есть бассейн. И они не хотят в садик. Золя, что случилось? Жара, конечно, прям сильная стоит. Сегодня обещают 36 градусов здесь у нас. Везде прям видно, даже трава сохнет от того, что жарко очень сильно. Но впереди там как бы такая погода, я посмотрела, немножко на спад, потом опять так жарко. Короче, вот так вот. Впереди, друзья, выходные. Здесь в Турции Курбан-Байрам. И все отдыхают, и садики в том числе. Так что сегодня пятница у нас. И сегодня все садики последний день работают. Школы следующего уже, получается, Курбан-Байрам начинается с завтрашнего дня, с субботы. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Точно выходные знаю, пока еще не уточняли по поводу праздников, по поводу выходных в садике. Ну вот они начинаются. По планам вообще было, что мы поедем куда-нибудь снова отдыхать в отеле, и что вот либо, может быть, в Газипашу съездим, там отдохнем. Но, к сожалению, машин уже нету. Мы уже заранее хотели забронировать машину, но, как оказалось, нужно вообще за месяц, наверное, уже снимать. В прошлый раз, когда мы брали машину, уже тогда надо было договариваться. Машины либо очень-очень дорогие, вот, что невыгодно для нас, либо вообще их нету. Но мы не расстраиваемся. Почему? Потому что у нас, в принципе, тут можно доехать на автобусе и до Каскалиси. Естественно, мы ездить куда-то на автобусе типа отеля мы уже не будем. Но обязательно съездим снова куда-нибудь в такое красивое место. Я обязательно еще раз вам покажу, все расскажу. Вот, так что впереди выходные, впереди будем куда-то собираться. Какое-то будет в любом случае мини-путешествие у нас. Сегодня хотела рассказать впечатление об отеле. Кстати, сейчас только разговаривала с детьми. Я говорю, ну что, как отель? Я говорю, вот ездили до этого отель, лучше первый или этот отель лучше? У меня дочка сразу в первый, они там очень сильно, ей понравился клуб. Вот, «Маме па» называется, в Утопии, очень классный. Потом у сына спрашиваю, а тебе что понравилось? А он уж забыл про первый. Он говорит, мне, говорит, второй понравился. И говорит, поехали обратно туда. Я говорю, а что тебе там понравилось? Мне очень сильно горки понравились, а в первом, говорит, горок не было. Я говорю, ну как же не было? Там есть такой, да, там больших горок нету, но там, это где в Афсаларе Утопия, а там есть именно детский такой аттракцион водный, как он, аквапарк даже называется, в форме такого пирата, в общем, корабля, там акулы, ну красиво, в общем. Я им только об этом напомнила, и они уже говорят, что все, говорит, я, говорит, ну, то есть сын говорит, мне, говорит, больше тот понравился, с пиратами. Так что, друзья, дети выбрали все-таки Утопию. Ну, естественно, тут даже, наверное, сравнивать не надо. Все-таки по Утопии отель уровнем выше намного. И поэтому, друзья, что могу сказать? Впечатление, конечно, ну, отель нормальный, как бы не жалуюсь.
Но есть много-много как бы таких моментов. Хотя вот в Утопии, если Утопию брать, да, там тоже вот этих аквагорок нету, взрослых. Ну, взрослые же тоже хотят кататься. Хотя вы тоже можете на этом детском аттракционе на воде поплескаться. Но там бассейн такой, знаете, для детей. То есть нету там такого большого бассейна, куда можно с горок прыгнуть. Ну и, конечно же, в Утопии, именно в Авсаларе, там очень маленький пляж. Пляж для меня не настолько важен, потому что море у меня тут, в принципе, есть. Не настолько море важно, насколько важен сам отель, как там, то есть обслуживание, именно сервис очень важен для меня, питание важно для меня и, наверное, все-таки наличие всяких там развлекательных вот этих вот аттракционов, бассейны для меня очень важно. И чистота. Вот, люблю чистоту. И когда, конечно, за столом я сидела, здесь вот в угле, там вот скатерть такая на столе, на каждом столе. И эту скатерть не меняют. То есть на скатерти остаются пятна, остается вот, то есть вот в течение, получается, обеда там такой поток людей, что один сел, второй сел, третий сел за стол. Так, и, друзья, вот я даже записала для себя то, что вот после, как мы приехали с отеля, я немножко отдохнула, я себе дала отдохнуть, я не записывала видеоролик. Мы же там были 3 дня, получается, и вот в течение этих дней я все-таки для себя выписала такие моменты, чтобы поделиться с вами. Вот, я хотела, тут написала отель, да, корпуса не новые, как в Утопии. Есть вот, получается, в Авсалар. Вы можете проходить на канал мой, ниже спуститься, там есть обзор отеля Утопия, да, именно в Авсаларе. То есть там как, там корпуса тоже стоят новые, но есть корпус такой, получается, Утопия Family Resort, ближе к D400. Там тоже корпуса не новые, туда селят в основном семейных, там есть как раз таки вот этот, именно в этом корпусе находится детский клуб маме-па, тут же есть бассейн свой, то есть там возле каждого корпуса есть бассейны, там очень много бассейнов. Вот, и вот этот корпус, куда нас именно заселили, вы можете посмотреть, он в принципе тоже не новый. То есть, я так понимаю, в Авсаларе старый какой-то отель переделали под Утопию, то есть под сеть Утопия, выкупила, получается, отель. Вот, начала новые уже здания дополнять этот отель. Там территория большая, но есть как бы корпус и такой тоже не совсем новый. И есть корпуса новые. Вот, еда вкуснее готовит, да, написала я, да, действительно, вот в Утопии много всего. Очень много всего вкусного, да, но почему-то, когда вот кушаешь, то есть в Утопии даже вот мясо, оно жесткое. И мы-то были в Авсаларе, а нам вот передали тоже, кто был в Утопии, именно вот здесь вот, в Алании, где Кыргыджак, что ли, вот начинается, вот со стороны Газипаши. Большая Утопия стоит на горе. Там вот получается, что тоже так же, как она сказала, почему-то еда именно при вот как вот подача, приготовление, оно тоже, говорит, не настолько вкусное, как вот вроде когда отель на звезду меньше, 4 звезды, но по приготовлению, видать, там все-таки вот там учитывают тот момент, что очень много отдыхает русскоговорящих. И вот там борщ даже подают, то есть там мясо такое мягкое очень, доготовленное. То есть вот этот момент есть. Вот, может быть, есть люди, которые смотрят с Утопии, да, меня, те, кто работает там, возможно, все-таки это же наоборот плюс, когда как бы можно понять, что можно немножко переделать, да, то есть, может быть, довести можно как-то до людей, которые там работают, что нужно доготавливать мясо, то есть, хотя Утопия, да,
все-таки, если брать вот это вот ресторан, где подают еду, там сервис намного выше. Там подходят, спрашивают, что надо, там приносят напитки вам, то есть там столы чистые. После каждого человека, вот человек сел, человек ушел, вытирают все. Но, к сожалению, вот в Гринфугло такого не было. И мне, конечно, вот этот момент немножко сначала был неприятен. Вот. В Утопии очень-очень вкусно. Именно что вот этот вот ресторан а-ля карт. Там безумно вкусно. Там еда очень вкусная. То есть намного выше, вкуснее, чем в Гринфугло, естественно. Там такие блюда подают. Там настолько в этом ресторане вкусно. То есть там мясо нежное, вкусное, оно так прям подача такая классная. То есть блюда там такие необыкновенные. То есть вот в ресторане именно в Утопии очень вкусно, сразу говорю. Блюда, не знаю, видать, все-таки там готовит кто-то другой, по каким-то другим, не знаю, рецептам. И здесь готовят все-таки, наверное, другие люди, где вот в самом основном здании ресторана Утопии, наверное. Вот, по поводу аквагорок сказала, да, по поводу того, что вот нету в Авсаларе, в Утопии нету аквагорок больших для взрослых. Там вот это вот есть только. И море, да, то есть территория возле моря маловато все-таки. Для меня это не очень, то есть важно. Мы ездили в апреле в Утопию, и на тот момент море было такое прохладное. Мы уже успели здесь искупаться, в Мерсине, и так что прям плохое море, пляж плохой, я так особо не сидела. Людей было мало, территории хватало. То есть я с удовольствием проводила время там. Вот. Еще и тут тот момент, что в Гринфугло все-таки есть камни. Когда заходишь, есть вот такие вот камушки, на которые, ну это вот буквально линия такая небольшая, вот метр, наверное, вот эти камни лежат. И все, и потом заходишь, песок. То есть вот эти камни пройти нужно. И, неприятно ногам по камням ходить, хотя они не острые. Вот этот момент есть. Что еще? Детский клуб. Хотела сказать, что дети уже сказали, сегодня вроде объяснила, что детский клуб, конечно, крутой в Утопии очень. Здесь тоже понравился детский клуб Алмазу, а Зале не совсем понравился. Но Алмазу чем-то понравилось, прям он там рассказывал, там есть вот такой вот, говорит, мы стреляли, там, говорит, лук, там вот, то есть ими, конечно, тоже занимались. Вот. Анимация ненавязчивая. Вот, написала я здесь, ненавязчивая анимация, но при этом они как бы грамотно, культурно делают деньги. Имеется в виду в Гринфугло. Анимацию в течение дня в Утопии я вообще не заметила. А вот в Гринфугло как бы я их увидела. То есть они дают о себе знать, они здороваются, они иногда подходят, что-то предлагают, пошлите вместе купаться. В чем дело? Почему я говорю деньги делать? Потому что они распространяют какие-то билетики, то есть вы покупаете билеты, там какие-то конкурсы, то есть есть такой момент, то что когда ходили в клуб дети, там тоже предлагали купить какую-то детям футболку, которую они могли бы разрисовать. Потом дети пришли к нам и давай, говорит, купим. То есть мы как бы не готовы были купить, мы как бы не хотели деньги тратить на футболку какую-то, чтобы ребенок разрисовывал ее. А есть люди, которые готовы были. Потом их награждали вечером, когда детские развлечения начинались. То есть культурно, грамотно деньги как бы делает анимация потихоньку как-то. Вот такие моменты есть. Вот, то есть ненавязчивое. Все это ненавязчиво, друзья. Вот, если как бы есть голова на плечах, то есть ты можешь спокойно сказать, нет, я не куплю, все. Вот, по поводу снэк-бара, да, было в Утопии снэк-бар, был здесь тоже снэк-бар. То есть в Утопии вообще как
такой, как ресторан Бургер Кинг, то есть там тоже готовили, только название было другое. И что ж, как назывался-то, я забыла уже. Но у меня есть видеоролики, можете посмотреть. Примерно еда одинаковая. Единственная, пицца в Гринфугло была очень вкусная. Она не похожа была на пиццу в Утопии, да, то есть, ну, конечно же, разные вообще, абсолютно разные отели, вот, но была пицца вкуснее, однозначно, в Гринфугло. Вот по поводу еды действительно было вкусно очень сильно. Вот, что еще? Быстро очень готовят в Гринфугло, быстро заселяют, быстро готовят, очень быстро все делают, и при этом как бы еда вкусная. Вот, вода Айран по всей территории в холодильниках бесплатно, то есть это тоже плюс такой, да, для четверочки. Вот, яблоки, напитки, да, тоже, да, напитки вот эти Пепси, Фанта, реально прям как будто бы вот как настоящие с магазина. Мы здесь тоже бывает берем Пепси, колу и Фанту здесь в магазинах берем, и то есть и вот там вот в отеле тоже настоящие вот эти вот напитки один в один, то есть не разбавляются водой, вкусные. Вот, по поводу еще хотела по поводу аутлетов поговорить, были комментарии по поводу аутлетов. Действительно, как бы в аутлетах такое все привозят как будто бы вторичное, но при этом все-таки там были люди, я вот об этом хотела сказать, я в отеле не смогла, не успела это сказать. Были люди, которые ходили с тележкой большой и набирали вещи. Может быть, конечно, это на продажу, вот, я не знаю куда, но люди ходили с большими такими сумками, набирали в аутлетах вещи. То есть для кого-то все-таки это айс, то есть это хорошо, для кого-то не айс. Вот. Что еще? На первом этаже, когда в аутлеты заходишь, да, все в долларах, по сути, пугает, как будто бы вот там сейчас тебе что-то там навяжут, все там по $10, все по сути, если подумать, что это? $10 это 1000 рублей. Вот, и если брать в лирах цену, да, 350 лир, что ли, сейчас уже, наверное, будет, да, это $10. Я уже привыкла к лирам, и мне, если бы стояли бы эти цены в лирах, меня бы это не напугало бы. В долларах уже пугает, потому что я особо, мы не в долларах держим деньги. Если бы стояли бы рубли, да, тоже вот вместо $10, 1000 рублей, там, 3 футболки, мы бы тоже подумали, о, слушай, это недорого, по сути. Вот этот момент, то, что все в долларах, этот момент немножко останавливает. Вот хотела о чем рассказать сегодня вам. Сегодня у нас пятница, впереди выходные. Нужно набрать очень много количества фруктов, овощей. Сегодня у нас базар. Вот, друзья, если вам интересно в Селивке базары, вот это все вы можете найти на канале. Если вам интересны пляжи, как мы проживали в Газипаше, все наши моменты, как мы там адаптировались, вообще как мы решили переехать, цель нашего переезда, это тоже вы можете найти ниже. Также вы можете найти в описании ссылочки на мои другие каналы. У меня есть еще детский канал, канал для души, сильнейшая мотивация называется, канал с рецептами. Переходите, подписывайтесь, смотрите, друзья, пишите комментарии. Спасибо вам большое, что вы меня поддерживаете, что вы мне пишете. Вот, снимаю все, стараюсь рассказывать все по возможности. Мне всегда муж говорит, а что ж ты, говорит, так часто снимаешь? Тебе не тяжело, ты постоянно что-то монтируешь. Ну, тебе же это тяжело, зачем? Ты же можешь в неделю 1 раз ролик выпускать. Ну, а мне вот хочется делиться. Я вот такой человек, мне хочется рассказывать. Я знаю, что у меня есть своя аудитория, у каждого есть своя аудитория, так же, как и я. Вы также можете завести свой YouTube-канал, завести свой Telegram-канал, Instagram, может быть, даже у многих есть. И вас тоже будут смотреть, и у вас тоже будет аудитория, у вас тоже будут зрители.
И мне вот эти вот мои зрители, они как будто бы, не знаю, вот я как бы их люблю, они меня любят, я знаю об этом, да, то есть они меня смотрят, и для меня это вот как родные люди. Я не могу не поделиться вместе с вами, мне хочется делиться. Я знаю, что вы есть, я знаю, что вы будете смотреть, я знаю, что я уже как бы вижу обратную связь. Многие мне пишут в личку, я людям объясняю, рассказываю, помогаю. Вот. Для тех, кто на канале впервые, хочу сказать, что я занимаюсь удаленно ютубом, также я занимаюсь атами. Атами я сначала... Вообще, давайте скажу, что такое Атами, да? Атами — это интернет-магазин, как Wildberries, Озон, но здесь представлены только южнокорейские продукты, то есть продукция Южной Кореи. Южная Корея, сами понимаете, это страна, где люди очень сильно за собой ухаживают, смотрят за своим здоровьем, и продукция именно состоит из вот этого всего, то есть косметика, БАДы, продукты для дома, для личной гигиены, здесь зубные щетки, мыло, шампуни, для лица какая-то косметика декоративная, уход для ухаживания, от старения, то есть и дополнительно БАДы. Есть еще, конечно, вкусное кофе, и даже есть все-таки вот эти вот бич-пакеты, как я их называю, быстрое питание из качественных продуктов, то есть не то, что мы покупаем, то есть даже такие вещи есть питание, да, небольшое, конечно, количество продуктов для питания, но они тоже присутствуют. Вот. Я всегда под роликом оставляю сайт, то есть вы можете проходить на сайт, можете ознакомливаться с продуктами. Почему я начала пользоваться, я год пользуюсь уже этими продуктами, меня завербовало именно это качество высокое. Южная Корея, изначально Атами компания начала создавать химохим продукт, это БАД, он уникальный, он единственный во всем мире, то есть только Атами производит такой продукт, это не лекарственное средство, это БАД, химохим. Он был изначально создан для оздоровления нации Южной Кореи. И поначалу он стоил, одна упаковка, 48 тысяч рублей примерно. Сейчас только эта упаковка стоит 8 тысяч и доступна всем. После того, как химохим получил очень много всяких сертификатов, очень много патентов, то есть его начали распространять. Вот, в России получил сертификаты, тоже начали распространять. Вот, я начала сама его принимать сейчас. Вот, и чувствую очень хорошее состояние здоровья после того, как я начала принимать его. Не буду повторяться, для чего я его принимала, да, все это есть в предыдущих роликах. Единственное, что могу и хочу сказать, что он действительно работает, что это действительно чудо. Вот. И спасибо большое компании Атами, что предоставляет такую возможность оздоравливаться не только Южной Корее, но и другим странам, вот, включая меня. Я партнер, я представитель компании Атами. Сейчас вот нахожусь в Турции и удаленно работаю, занимаюсь этим. Я консультирую, я помогаю зарегистрироваться, и люди сами заходят на сайт, потому что без регистрации на сайт можно зайти, но заказать ничего нельзя. Люди начинают заказывать, люди начинают употреблять продукт. Вот, и люди мне пишут спасибо. Люди, кстати, сами идут уже в Атами. Сейчас очень такой подходящий момент начать заниматься именно этим. Те, кто ищет удаленную работу, можете мне написать. Я набираю команду, так как действительно вот вчера у нас было обучение. У нас в команде очень большое, мощное обучение. Вчера я зашла только вот с бассейна с детьми зашла домой, готовлю борщик, и тут же у меня наушник, я слушаю обучение. С нами работала психолог, и тут же как бы сама она работает психологом, но совмещает, работает
партнером в Атоме еще и распространяет продукцию. И вот она говорит, сейчас, говорит, такой подходящий момент зайти, говорит, вот именно вот такой интернет-магазин готовый, который просто нужно распространять, рассказывать о нем и консультировать людей, да. И сейчас, говорит, люди сами тянутся сюда, в Атоме. Почему? Потому что сейчас у нас такая вот, как сказать, эра, что ли, или не эра, как сказать, время такое осознанное. То есть люди тянутся к осознанности, к духовности, к развитию. Начали практически все тянуться, потому что информация есть. Вот, пожалуйста, можешь удаленно все изучать. Все люди начинают вот искать что-то такое для души. И я хочу сказать, что Атоме действительно для души. Сам же учредитель компании людей призывает к развитию. Он очень интересные вещи рассказывает. Он изначально, когда закладывал, да, в уме построить такую большую компанию, он в первую очередь цель была помочь людям. Вот он сам так говорит. Для меня, говорит, мне хотелось всегда, говорит, помогать людям. И для меня, говорит, вот эта вот компания Атоме, это, говорит, как такой вот, как сказать, дополнительная возможность помогать всем людям, говорит. То есть и такие же люди, как и он, тянутся в эту компанию. Я тоже такой же человек, я хочу делиться, я хочу помогать людям. Всеми возможными способами я пыталась до Атоме еще рассказывать людям через свой канал, помогать, объяснять, рассказывать, передавать информацию, которую я изучала сама лично, да, то есть я читала книги, я читала всякие книги про духовность, развитие, осознанность. Потом я слушала аудиокниги, я прослушала «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда. Потом я начала изучать Садхгуру, создала большой канал. Сейчас у меня там 130 тысяч подписчиков на Ютубе. Вот. И понимала, что это все, по сути, ведет к одному. Да, я научила медитировать, я начала изучать йогу, я начала практиковать, то есть практиковаться, не практиковать, а практиковаться. Я пока что до этого не дошла, чтобы практиковать, да, для людей, но хотелось бы, конечно, этим тоже заниматься. Вот, хотелось бы поделиться, как я медитирую все-таки, да, потому что медитация это тоже очень полезно для тела, для своего душевного состояния, чтобы не сойти с ума от всех вот этих вот, что творится помимо, да, жизни в своем теле, еще и в окружении очень много всего творится, и нужно как-то это правильно принимать, вот, и понимать, и как бы не отрицать, а жить дальше, да, все-таки. Когда начинаешь ты отрицать, у тебя начинаются и проблемы в голове. То есть вот это все я хотела передавать. И, как сказать, у меня вот, когда мне сказали про Атоме, когда я начала пользоваться, ну, меня зацепило именно качество, да. Я чем я пользовалась я и так поменяла на турецкое. Я до этого жила в России, покупала все в России. В этот раз я приехала в Турцию, начала пользоваться турецкими продуктами. Заметила, что в Турции очень сильно все начало дорожать. И поверьте, все те вещи, которые я покупаю сейчас в магазине, да, покупала даже, такие же цены и в корейском магазине Атоме из Южной Кореи, которое прошло качество очень много раз, очень много сертификатов, кошерский сертификат, халяль, то есть столько сертификатов, столько патентов получено, и, конечно же, это не может не радовать, не может не притягивать к себе, поэтому я начала и пользоваться, и правила в Атоме таковы, что все, кто там работают, они именно делятся с людьми, они дают возможность оздоравливаться, они дают возможность пользоваться качественной и недорогой продукцией из Южной Кореи. То есть это, по сути, как Озон и Wildberries. Вот мы все заказываем там что-то, непонятно даже откуда все это идет, по сути, да, то есть там разные продавцы.
А здесь ты понимаешь конкретно, что это идет напрямую из Южной Кореи, здесь нету никаких посредников, здесь ты не переплачиваешь ни за что, тут ты напрямую покупаешь с компанией Atomy, то есть все производят в Южной Корее, привозят в страны, в разные, то есть многие страны открыты уже, и во многих странах есть возможность заказывать. Есть сайты, и вот уже те, кто ко мне приходят за консультацией, я их консультирую, я им объясняю, как заказать товар, то есть люди сами заказывают, я им даю возможность, даю пароль ID, и они уже приходят в этот сайт, сами открывают его, выбирают все, что нужно, заказывают, и так же, как и на Wildberries и Озон, приходят им в личку, то есть в личную страну, где они живут, в город, этот товар, и они начинают пользоваться. То есть моя работа заключается в этом, но при этом я еще и зарабатываю. Вот, потому что компания очень щедро одаривает бонусами, вознаграждениями, деньгами, призами, такими как путешествия, машины. Да, действительно, у нас есть девочки, которые зарабатывают уже от 500 тысяч, есть девочки, которые зарабатывают от миллиона, и не только девочки, но и мужчины. Мы так сидим, общаемся все в группе, у нас группа очень сильно такая команда мощная, то есть мы, если как бы ты открытый человек, то ты как бы будешь общаться, да, если ты закрытый, ты будешь сидеть и не понимать дальше, что делать, да, вот, и когда мы общаемся, все сидим, так, ну, мы понимаем, что мы на одной волне, ты не лично с кем-то вживую общаешься, а ты в общей, в одной волне, если ты поймал информацию из этого потока, то ты, получается, в теме. И вот когда я сижу, я тоже вот как общение такое происходит, я смотрю, и девчонки там заходишь в комментарии, там пишут, да, делятся, что они же по сути не с одним человеком делятся, они со всеми делятся, и ты хоп, вылавливаешь ту информацию, которая тебе интересна, и они вот делятся, ну как бы они же зарабатывают большие деньги, и мне интересно, как относятся к своим мужьям, так как мужья зарабатывают меньше, и там пишут девчонки, что мужья, говорят, сами, говорят, начинают уже, говорят, вовлекаться в это, ну, так как, говорят, чек у него меньше на 3-4 раза, у меня, говорит, больше в 4 раза, и она, говорит, постоянно дома сидит, и как это так, она еще и путешествует, я тоже хочу, и мужья, говорит, начинают втягиваться в это дело, начинают, говорит, свою ветку строить, зовут, говорит, всех с работы сюда, то есть вот такая вот система идет. Я хочу сказать, что Atomy захватывает уже весь мир, захватывает каждый город, и я не против этого. Почему? Потому что все-таки Atomy дает оздоровление не только внешне, но и внутренне. Вот. Принимая БАДы от Atomy, человек действительно оздоравливается. Почему? Потому что качества вот эти вот, которые я читаю, я столько прочитала, я так вот вообще в шоке. Даже вот я раньше, допустим, да, не знала, что вот БАДы, да, вот, допустим, покупаешь ты себе омега-3 БАДы, да, у тебя одной компании, вот компании Atomy. Здесь нужно пить 6 штук в день, в Atomy нужно пить 2 штуки в день. А почему? Потому что концентрация тех элементов, которые тебе именно нужны, в этих таблетках больше, чем вот здесь вот. У меня, допустим, даже тетя, может быть, даже смотрит меня, большой привет, она пьет 6 штук, омега-3 заказала где-то там на Озоне. У нее концентрация из этих 6 штук таблеток набирается 900. А здесь из 2 таблеток набирается 1100. А омега-3 в день человеку нужен 1 грамм. То есть здесь идет 900 миллиграмм, здесь идет 1100 из 2 таблеток. Здесь 6 таблеток. И вот представьте, какое выгоднее покупать. Я тоже раньше этого не понимала. Когда мне она скинула, что она принимает вот это, то есть я поинтересовалась, она принимает БАДы, и когда она мне скинула, я думаю, о, ничего себе, количество-то больше, дешевле. Почему так? Начала изучать составы, нашла в интернете все объяснение, а как оказалось, то, что она принимает 6 штук, это даже не набирается 1 грамма, который нужен человеку. А здесь 2 штуки, больше грамма выходит. То есть
понимаете, да, именно вот концентрация. Даже вот сама тоже, когда начала задумываться, я начала шампунями пользоваться, покупала здесь в Турции шампуни, я там балдела от качества. А потом я заказала и корейский, да, попробовать шампунь. По сути, объем большой, недорогой получается, если также смотреть как магазинские объемы, да. И когда я начала пользоваться, я поняла, что у меня волосы не жирнеют, не утяжеляются. То есть мне этого шампуня хватает по количеству даже на больше дней, чем вот этого, да. То есть, а еще при этом здесь нету тяжелых сульфатов, какие есть в магазине, после которых, да, конечно, пенится очень сильно, но при этом воняет, как будто бы у тебя волосы окисляются. А после этого шампуня, наоборот, кожа головы дышит, такое ощущение хорошее. У меня, кстати, даже старший сын вылечил свою вот этот вот, у него голова чесалась, немножко такие вот пятна выходили. Это вот как называется, типа аллергии, короче, кожной, именно вот кожи головы. Вот, это он вылечил именно шампунем серии Скальпи. То есть мне еще надо выучить много вот этих вот названий товаров, продукции, да, и я не могу еще выговаривать, но мне это очень нравится, хотя я больше года уже пользуюсь, вот, и хочу сказать, что я очень сильно довольна. Вот когда начинается тема по поводу Atomy, я прям не могу, меня невозможно даже остановить. Насколько, как бы, да, мне эта продукция действительно нравится. Вчера вот девчонка мне написала, как стать партнером Atomy, да. Хотя, ну, как бы мы вместе работали с ней. Она была на ресницах, на ногтях, я была на ресницах. Мы вместе общались в салоне, в студии, где я открыла студию. Ну, это еще раньше я занималась ресницами. Вот, и с тех пор, как бы, мы особо не общались. И тут она мне говорит, я, говорит, увидела то, что ты, говорит, рекламируешь. Я, говорит, тоже хочу стать партнером. Я, говорит, уже давно пользуюсь, очень давно, говорит, щетками, зубными пастами. Мне, говорит, продукция нравится. Но я, говорит, все как бы не знала то, что можно, говорит, стать партнером. То есть, ну как это, говорит, сделать? То есть я ее зарегистрировала, я ей объяснила, теперь я буду ей все это рассказывать. То есть если вы попадаете в мою команду, я буду доводить до того, чтобы все-таки из вас сделать мастера, чтобы вы начали зарабатывать. Почему? Потому что это в моих интересах. Компания сделала так именно, чтобы человек мог зарабатывать, только нет. Если где-то примерно брать до 300 тысяч рублей, то вы можете, в принципе, сами эти деньги зарабатывать. Но если нужно переходить эту черту и выходить на ранг выше, то вам нужно взращивать свою структуру, чтобы в вашей структуре тоже появились мастера, которые зарабатывают по 300 тысяч. После этого только вы выйдете на другой ранг, где уже будете зарабатывать от 500 тысяч. Кому интересно, пишите мне, и я с вами буду делиться этой информацией. Каждый день будем изучать что-то новое, потому что обучение очень мощное, очень сильное. Вот. Кому в душе как-то вот эта тема интересна, все-таки вас это цепляет, пишите мне, потому что я знаю, что есть такие люди, и их сейчас становится очень много. И я чувствую вот это вот, очень сильно чувствую. Все-таки, что такое йога? Да? Йога – это единение. Когда ты начинаешь чувствовать единение с людьми, это и есть осознанное отношение к жизни. И именно людей, которые относятся осознанно к своей жизни, становится больше. Меня это очень сильно радует. В общем, начала с отелей, закончила осознанностью. Я такой человек. Кому интересно, пишите, кого цепляет, подписывайтесь, проходите по ссылкам, пишите мне в личку. Всем хорошего настроения. Наболтала тут уже больше получаса. Всех вас люблю. Всем желаю счастья, радости. Самое главное, мирного неба над головой, баланса в душе. Желаю, чтобы все ваши начинания всегда заканчивались успехом. Пусть ваши начинания даже не заканчиваются, чтобы вы развивались до последнего. До последнего вздоха, пока мы все здесь живы, нужно развиваться, друзья. Всем желаю
хорошего настроения, позитива. Всем пока-пока.